В этой серии собираем четкие колеса на бездорожье, идем в магазин уазовских тюнячек, буксуем на самом сложном трофе в Европе и разыгрываем еще подарки. Раз-раз, это база УАЗ. Всем привет! Это Сергей Медведев И Сергей Комаров. Сегодня будем собирать внедорожные шины по спортивным технологиям. а я буду ставить их на нашу машину поддержки. Внедорожные шины по спортивным технологиям, тут надо пояснить. В классическом ралли спортивные колеса – это алюминиевый диск и грунт. Грунт – это специальное колесо для бездорожья с очень агрессивным протектором и жесткими боковинами. Еще бывают гвозди, это зимние шины, и асфальтовые слики, но сейчас не про них. В ралли-рейдах же тоже есть спортивные грунты, но они больше используются, скажем, в Африке, в пустынях, где очень важно не пробить колесо не только об камень, но и об скалу. Во всем мире же сейчас очень популярные стандартные шины Toyo, это серийное производство шин для бездорожья. Они популярны в бахах, в ралли-рейдах. Но в России почему-то пока что только для бездорожья. Но вылезать из грязи – это не единственное ее достойное преимущество. Они крайне устойчивы к ударам о камни, порезам и отлично гребут в песках пустыни. Но это мы вам лучше покажем. А сейчас... Пока что наш прототип еще не готов, но уже на данной стадии нам нужны собранные колеса для того, чтобы примерить их на автомобиле и понять, сколько мы можем вести с собой запасных колес. Ведь рейдовые прототипы могут вести их аж около 4 штук. Но остановить выбор на конкретной модели и конкретных параметрах дисков мы пока что не можем, потому что ждем, когда будет собрана финальная чистовая версия подвески, которая является, на минуточку, стопроцентной собственной разработкой. Для этого нам понадобится наша шина, на которой мы поедем в гонке, и штампованный диск. Почему штампованный диск? Потому что при ударе о камень он лишь деформируется, а не раскалывается, как любой литой диск. И они дешевле. Сейчас, используя современную шину и современный диск, казалось бы, можно обойтись и без камеры. Но это не совсем так. На высокой скорости существует риск напороться на камень или иное препятствие. И да, скорее всего, кромка диска загнется. Вот наши примеры из ралли. На последнем фото деформация казалась бы фатальна. Но нет, колесо не разбортировалось, и мы финишировали спецучасток ралли Выборг, не меняя колеса. Итак, что нам понадобится? Шина, диск, камера. Сейчас камеры практически не найти в шинных магазинах, но мы все находим в База-Шоп. С дисконтной картой база скидка до 7%. О, на одну руку. О, спасибо. Покупайте только оригинальные камеры у вас. Камеры можно подобрать на 1 дюйм меньше, чем требуется. Мы взяли 15 камеры в 16 шины. Чистый талик тоже сейчас очень сложно, наверное, найти. Самое простое решение – детская присыпка в любой аптеке. Сережа, что ты делаешь? Камеру нежно натираем обильным количеством присыпки. Заранее сообщаем мастеру, что он будет усыпан белым порошком, чтобы он не удивился. Далее собираем все как обычное колесо. Ну и смотрим на чудо технологии Toyo Tires. Пожалуй, единственная шина с маркировкой Matte Terrain, которую возможно отбалансировать. Идеально. Слушай, а где ты взял эти диски? С минусовым вылетом? Да. В Red BTR. Red BTR? Red BTR. В этот раз за дисками мы отправились в Red BTR. Red BTR – российская компания, занимающаяся разработкой и производством запчастей для УАЗ. В ассортименте можно найти все, что нужно для покорения бездорожья. Интересно, что каждую деталь эта компания дорабатывает и улучшает, а некоторые вообще не имеют аналогов в мире. Например, карданные валы на УАЗ с двойной крестовиной, усиленные серьги рессор, перфорированные тормозные диски, алюминиевые крышки моста Spicer. Качество продукции проверено временем и признано экспертами, а лебедки Red BTR поставляются на конвейер УАЗ. Мы с этими чуваками в этом году ехали Ладогу Трофи. Ладога – это самое большое внедорожное приключение в мире. Давайте посмотрим.
Ну что, как тебе грязевые ванны? Слушай, было очень круто, жарко, сложно, весело и очень круто. Розыгрыш. Да, сегодня мы разыграем вот эту вот штуку. Условия, как обычно, в описании. На этом все. До новых встреч. Пока. В следующей серии выбираем двигатель, покоряем пятиэтажные горы, работаем машиной безопасности. Да? Я хорошо сыграл? Да. Гениально!